Добрый вечер, друзья! Наконец-то у нас сражение, дегустация. Bunnahabhain 12 лет. Это очень известный Айла виски, который считается, что он не дымный. Но на самом деле я нашел информацию, что торф содержит 3 ppm. То есть где-то, если кто-то из вас почувствует дым, это возможно. Такое возможно, вам не показалось, это действительно такое возможно. У меня какой-то очень интересный представитель Bunnahabhain 12 лет. Почему? Потому что кругом написано, что этот виски выдерживается в бочках из-под бурбона и из-под хереса. А у меня на обратной стороне бутылки, я выложу фотографию. В видео, значит, написано, что этот виски выдерживался в бочках из-под хереса, из-под бурбона и в бочках из-под виски. Вот. Вот так вот. Так что я не знаю, какого года у меня виски. Но вот такой вот у нас интересный представитель Bunnahabhain. Может, у вас такое тоже написано? Вы мне потом напишите в комментариях. Может, это нормально. А может, у нас какой-то интересный виски. Итак, приступим. Что хочу сказать. Bunnahabhain 12 лет. По крайней мере мой, не подкрашен и не фильтрованный. То есть все как вы любите. Цена, не сказал цену. Цена у нас вот за эту бутылочку 0,7 стоила она мне 45 евро. Еще не сказал по градусам. 46,3 градуса. По маслянистости. Есть тонкий оттенок маслянистости. То есть вот самое интересное, что вроде бы пытается сделать французскую ножку, но останавливается. То есть так вот, недомаслянистость. Итак, аромат. Сладкий. Есть какие-то вот сладкие фрукты. Вы знаете, очень интересный аромат, потому что он у меня вызывает вот в воображении фрукты и в то же время какой-то легкий оттенок цитруса. Аромат очень интересный, аромат ненавязчивый. Алкоголя абсолютно не ощущается. Дыма тоже. Я лично не ощущаю тут дыма. Абсолютно приятный аромат, легкий, приятный аромат, но не могу сказать, что он свежий. Он такой вот просто легкий, приятный аромат. Ух ты, как интересно. Первый глоток я обжигал рецепторы, но в то же время я почувствовал вкус кожи, перца. И очень прекрасное послевкусие каких-то красных фруктов. Мне понравился первый глоток. Сейчас мы сделаем второй глоток. Вкусный виски. Хотя, походу, от идеи сравнить его с Aberlour 12 лет придется отказаться, потому что он абсолютно другой. Все, что я могу сразу же сказать, это необычно. В действительности я дегустировал Bunnahabhain 12 лет, но это было в 2012 году, если не ошибаюсь. И тогда он действительно нам отдавал дымом. Может, там было больше ppm. Значит, первое, что я ощущаю какую-то, может это кожа, может это какой-то табак, это ни в коем случае не дым. Есть. Потом есть перец, однозначно, ну, для меня лично есть перец. Есть такая вот винная терпкость интересная. Секунду, еще один глоток. Очень интересный виски на самом деле, но я думаю, что он достойно подает сразиться с Glenallachie, потому что как раз вот Glenallachie, вот я могу сказать, что Bunnahabhain 12 лет прекрасно подойдет
ну, в зимнюю пору, в холодное время года. И вот Гленалахи я точно так же могу сказать, что подойдет в зимнюю пору года. Поэтому мы их быстрее всего сравним. Сейчас еще один глоток и еще вам расскажу. Три раза делаю глоток при вас и 3 раза одно и то же. При глотке появляется легкий перец, а потом через буквально секунду, может полсекунды, резко большой такой перец, который сразу же уходит на убыль. Это очень интересно. Виски, вот я же говорю, зимний, у него очень много специй. Я очень явно ощущаю вот именно что-то между кожей и табаком. Вот кто был на производстве кожи, вот именно такая вот как замшевая кожа, вот есть такое ощущение. Ну ну, на производстве это аромат, который у тебя прям во рту оседает. Здесь вот просто с помощью виски у меня, по крайней мере, возвращает вот в это производство такое. Очень интересно, послевкусие. Сначала есть такой вот яркая нотка остроты, которая уходит. Ну, сладость она есть, но вот она уходит во что-то такое очень интересное. Я сейчас еще дам другу за кадром, вот он попробует, продегустирует, скажет. Вы знаете, очень интересный виски, мне он нравится, я его могу рекомендовать, и вот предварительно Гленалахи и может быть даже Денстон 10 лет, именно потому что Денстон тоже он такой вот зимний виски. Одну секунду. Итак, друзья, на что хочу обратить внимание, посмотрите на ваших упаковках. У нас оказывается в тестинг-нотах, то есть в то, что вы должны почувствовать, здесь написано, что вы можете почувствовать дым. Тут прям написано смог на упаковке. Мне просто интересно, какой у меня виски такой, если там 3 бочки. Что почувствовал друг? Друг почувствовал, смог тоже, дым тоже не почувствовал. Он почувствовал более такую сильную винную кислинку с намеком на дерево. В то же время он не почувствовал в послевкусии сладости, а он почувствовал перец с кислинкой, такой вот винной кислинкой, которая это не кислость, а знаете, ну как вот вино кисловатое, вот такое вот, оно, ну пускай это можно сказать кисло-сладкий, но вот для него это больше кислое послевкусие, чем сладкое. Для меня это больше сладкое, чем кислое. Виски однозначно зачетный, виски вкусный, виски многогранный, виски интересный. Понравился? Я вам его могу рекомендовать, и я вам его даже рекомендую, по крайней мере попробовать. Очень интересный виски. Хороший вечер, друзья. Ставьте лайки, оставляйте комментарии. До новых встреч.